Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text 48. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhayo. Can you hear properly? Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhayo samo bhutva samatvam yoga uchati. Бхагавад-гита 2.48. О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокойся о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна велит Арджуне действовать в соответствии с принципами йоги. Что же такое йога? Йога – это практика, позволяющая человеку обуздать свои ненасытные чувства и сосредоточить ум на Всевышнем. А кто такой Всевышний? Всевышний – это верховный повелитель, и поскольку он сам велит Арджуне сражаться, то исход сражения никак не зависит от Арджуны. Победа или поражение – об этом побеспокоится Кришна. От Арджуны же требуется просто выполнять его указания. Следовать указаниям Кришны – вот истинная йога. Эта практика называется методом сознания Кришны. Только она поможет человеку избавиться от стремления господствовать над миром. Каждый должен стать слугой Кришны, или вернее слугой его слуги. Тогда он сможет должным образом выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Этого достаточно, чтобы научиться действовать в соответствии с принципами йоги. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к системе варнашрама дхармы. В Вишну-пуране сказано, что предназначение варнашрама дхармы – удовлетворить Вишну. Надо действовать не ради собственного удовлетворения, как это принято в мирской жизни, а ради удовлетворения Кришны. Тот, кто не старается удовлетворить Кришну, не следует должным образом заповедям варнашрама дхармы. Так косвенно Кришна дал понять Арджуне, что тот должен выполнять его указания. Okay. So so what is Prabhupada saying is yoga. Что Шрила Прабхупада называет здесь йогой? Мне отвечать надо? Да, отвечайте. Шрила Прабхупада называет йогой способность обуздать свои чувства и сосредоточить ум на Кришне. Yoga means to concentrate the mind upon Supreme by controlling one's senses. Okay. And how? What do we do? How do we concentrate on the Lord? We are always very active. So how do we concentrate the mind? А как можно сосредоточить ум на Всевышнем? Ведь ум, он все время такой активный. Ну, если я буду занимать свои чувства в служении Кришне,
то ум автоматически будет сосредотачиваться тоже на служении Кришне, он очистится и сам будет уже привлекаться, думать о Кришне будет, может потом испытывать. By engaging one's senses in the service of the Lord, then mind will be naturally controlled and attracted to the service of Krishna. Yes, and while doing the service, what happens? How И are we connected to Krishna? когда мы занимаемся служением, что происходит? Как устанавливается наша связь с Кришной? Because we need guidance while we are doing our duties, services. So what Нам happens then? нужно какое-то руководство, когда мы занимаемся служением, выполняем свои обязанности. Это вопрос, да? Да. Да, мы служим Господу через гуру Парампару. И потому что мы не можем напрямую Кришне служить. И мы служим через гуру Парампару. We cannot serve directly, therefore we render our service through the media of Guru Parampara. Yes, but the perfection is to also be connected with Krishna in the heart. Это правильно, но совершенство также заключается в том, чтобы в сердце чувствовать эту связь с Кришной. In the beginning, we get all the instructions and we follow according to Sadhu Shastra and Guru. На начальных этапах мы исключительно зависим от наставлений Саду, Шастры и Гуру. But because we are desiring the results of our activities, we are in an enjoying mood. Но поскольку у нас есть желание наслаждаться, у нас есть при этом желание наслаждаться плодами своей деятельности. And so we have to come to the point of not thinking about the results, thinking of enjoying the results, but only about pleasing the Supreme Lord. И мы должны в какой-то момент достичь такого уровня, где мы думаем не о том, как мы будем наслаждаться результатами своего труда, а просто думать о том, как достичь удовольствия Верховному Господу. And that's why Prabhupada is saying, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory. Поэтому Кришна говорит здесь, Арджуна, плоды твоей деятельности, то есть результаты битвы, не принадлежат тебе. It is Krishna's concern about gain and victory. Прабхупада пишет, победа или поражение, об этом позаботится Кришна. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. Арджуне же требуется просто выполнять его указания. The following of Krishna's dictation is real yoga. Следовать указаниям Кришны, вот истинная йога. And this is practiced in the process called Krishna consciousness. Эта практика называется методом сознания Кришны. So we have to come to this state. That's why when we are working also, we should keep thinking of Krishna. We should keep chanting, remembering him, so that we are thinking more in terms of pleasing him and being guided by him. Нужно подняться на эту ступень. Вот почему даже когда мы выполняем свои обязанности, важно или повторять Святое Имя, или помнить о Кришне, тогда мы достигнем такого уровня, когда мы будем думать о том, как я могу доставить Кришне удовольствие. But most of the time, what happens, we forget him and we are on the mental platform. Но чаще всего, как бывает, мы не помним о Кришне, просто находимся на уровне ума. And so we forget Krishna, and when something happens, we get very disturbed. So when something disturbing happens, then we don't know what to do. Мы забываем о Кришне, потом происходит что-то беспокоящее нас, и мы теряемся, не знаем, что делать. And so if we act in yoga, then we will know that Krishna is always protecting me. He will know how to protect me. Но если мы будем действовать как йоги, мы будем знать, что Кришна все время защищает нас.
And okay, no one should satisfy himself. So in the material world, the rule is that everybody is doing things to satisfy himself. В материальном мире каждый действует ради собственного удовлетворения. Even devotional service, in the beginning, devotees do devotional service according to what pleases them. Даже в преданном служении мы на первых порах делаем то, что больше нравится нам самим. And that's why in the beginning, Krishna says that, okay, whatever you eat, whatever activity you do, whatever charity you want to do it for me. Поэтому Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы отдавал, какой бы благотворительностью ни занимался, делай это ради меня. Because in the beginning, we are thinking what will make me happy. Потому что вначале мы думаем лишь о том, что нам самим принесет счастье. Because we are so selfish. Из-за нашего эгоизма. And from there, we have to go to the selfless platform of only thinking about what will make Krishna happy. И с этой ступени нам еще предстоит подняться на ступень бескорыстия, на которой нас будет интересовать только то, что доставляет удовольствие Кришне. And then we can be sure that we will also be happy, because whatever Krishna wants is the best for us. И можно не сомневаться, что на столь высокой ступени мы сами будем счастливы, потому что то, что хочет Кришна, оно в любом случае для нас тоже благотворно. And that is where the problem comes, right? И проблема как раз в переходе с одной ступени на другую. Can you share how Krishna wants something and we think something else is better, and then there is a big fight between the mind and what Krishna wants? We know that is correct. Пожалуйста, были ли у вас такие ситуации, когда мы хотим одного, Кришна хочет от нас другого, у нас начинается такая внутренняя борьба? Ну, было, да. Yeah? I had such instance. Да, было. Мне сложно вспомнить. Сложно сейчас вспомнить конкретно. Ну, просто время надо, чтобы вспомнить. Но It may be difficult to remember some particular instance. Но вчера, например, была ситуация, что было мало времени. У меня был вариант либо пойти для своей кофточки пуговицы купить, либо, и еще божествам надо фрукты купить. И я думала, вот сколько уже этой кофточки, пуговицы не могу купить, уже где-то месяц, наверное, месяца, да, полтора не могу к ней пуговицы купить, а времени мало, а надо и то сделать, и успеть там, к другому служению. И тогда я подумала, а что важнее, божествам фрукты или мне эти пуговицы, и Бог с этими пуговицами, ничего страшного, куплю божествам фрукты. То есть в последнее время бывает, Кришна дает разум, чтобы решать такие ситуации в его пользу. И я очень рада этому и надеюсь, что так и будет продолжаться. For example, yesterday I had a situation where I had a lack of time and I had to decide whether I should go to the shop to buy new buttons for my blouse because I was planning to do it for a long time, and at the same time I had to buy fruits for my deities, so it was some struggle, and finally I decided to go shopping for fruits for my deities because this would be more pleasing to Krishna, and hopefully in future I will also make the choice which is more pleasing to Krishna. Yes, we are constantly tested, isn't it? Да, нас все время Кришна проверяет. Even in our relationships, sometimes we are tested. Даже в наших взаимоотношениях тоже проверки бывают часто. And we get disturbed when we are,
when we're interacting with people. И в общениях с другими людьми тоже у нас возникают сложности. Right? That's when maximum our ego gets triggered. Потому что именно в общении с другими людьми наше эго ущемляется сильнее всего. And that's why in the Bhagavad Gita, first it says that the first stage of advancement is when you are not disturbed, when you see stone, pebble, gold, everything equally. Вот почему в Бхагавад-гите говорится, что первая ступень йоги — это когда вас ничто уже не выводит из равновесия, когда вы одинаково смотрите на золото, на гальку. And then the next step is when you're not disturbed by friends, enemies, and well-wishers, ill-wishers, everybody you see with an equal eye. Это первая ступень. Следующая ступень, когда вас уже не беспокоят друзья, доброжелатели, враги, вы ко всем относитесь одинаково. And so that happens when we are surrendered to Krishna and we know that he is controlling and protecting everything for us. Это возможно только в том случае, когда мы уверены, что Кришна все контролирует, и Кришна защищает нас и заботится о нас. Yes. We will discuss later the six these things of surrender. What are the 6 parts of surrender, you know? Вы знаете 6 составляющих предания себя Кришне? The first one. Вспомнить надо, да, это принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. To accept whatever is favorable, to reject whatever is unfavorable. Знать, что Кришна всегда защитит. To know that Krishna would always protect you. Смирение. To be humble. Еще. To always be dependent on him and not material things. To depend on Krishna. Кришна, а не от материальных вещей. For everything, we depend on Krishna. Зависеть во всем от Кришны. And the last one is to do whatever Krishna tells us, whatever, to do whatever pleases him. Делать то, что доставляет удовольствие Кришне. Right? So that's what this is the struggle we are trying. This is yoga, bhakti yoga. Вот это наша борьба, и вот это называется бхакти-йога. Okay. But Krishna is very kind. He is very patient. Кришна очень добр, он очень терпелив. We make a mistake again, he gives us a chance. Мы снова и снова ошибаемся, он снова и снова дает нам второй шанс. But when he forgives us, we should not take it that, oh, then I can continue to make mistakes. Но если он прощает нас, это не должно быть знаком, что можно и дальше сознательно совершать ошибки. One should think that, oh, last time I made a mistake, now I'm not going to do that. I'm going to please him. Нужно думать, я допустил ошибку, в прошлый раз больше такого не случится. Сейчас я уже буду думать о том, как доставить удовольствие Кришне. And that is why in the Varnashrama it says he is supposed to act, Arjuna as a Kshatriya. And it doesn't matter whether it's a Kshatriya, Brahmana, Vaishya, Shudra. It doesn't matter because we simply have to do what Krishna wants. And then we can also become a yogi. С одной стороны, Арджуна должен сражаться, потому что в системе Варнашрама он кшатрий. Но с другой стороны, здесь дело даже не в этом. Все должны делать то, что хочет Кришна, будь то брахманы, кшатрии, вайши или шудры. Это называется действовать как йог. And so in the beginning, Arjuna was not ready to do what Krishna wanted.
Вначале Арджуна был не готов делать то, чего от него хотел Кришна. And when Krishna explained to him the Bhagavad Gita, then willingly he surrendered and he said, whatever you want, I will do it. Но когда Кришна рассказал ему всю Бхагавад-гиту, Арджуна сам захотел и сказал: Кришна, я сделаю все, как ты говоришь. And so he was very blissful always. И поэтому Арджуна после этого пребывал в полном блаженстве. Okay. Anyone wants to add anything? Может быть, кто-то еще хочет сказать пару слов? Okay, we'll go to the Можно next verse. вопрос? Можно вопрос? She has a question. Yes. Вот если смотреть по ступеням бхакти, то какой уровень примерно будет равняться первой ступени йоги, когда нас ничего не выводит из равновесия, мы одинаково смотрим на золото и гальку. You mentioned that the first level of yoga is when we're not disturbed by anything and we equally see golden pebbles. To which level of bhakti does this stage correspond? No, as we love Krishna, I mean, I don't think they have mentioned which stage, but when we have ecstatic love for Krishna, that is the higher stage. When we are in the part of rules and regulations and all that, maybe we can be more controlled towards these objects. Я не уверен, что вот есть такая прямая аналогия между ступенями вот начальными. Что касается высшей ступени, когда мы в экстазе служим Кришне, это соответствует высшей ступени. А вот начальной ступени, ну, возможно, это соответствует уровню строгого следования правилам и предписаниям в бхакти-йоге. But when you have more ecstatic love for Krishna, then you become very humble. Но дальше следующий уровень, когда проявляются экстатические чувства Кришне, при этом преданный становится очень смиренным. Of course, there is love in all stages. Little bit. I mean, without love, we cannot do devotion. Конечно, в преданном служении любовь так или иначе на всех ступенях присутствует. Без любви невозможно заниматься преданным служением. Text 49. Dure nahi avaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau sharanam anvicha kripana falahetava. Стих 49. О, Дананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность и в таком настроении вручи себя Господом. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Комментарий. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности сознания Кришны и оставляет все прочие занятия. Как уже говорилось, будхи-йога – это трансцендентное любовное служение Господу. Вот истинное предназначение каждого живого существа. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутываться в сетях материальной жизни. Любая деятельность, кроме деятельности сознания Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Поэтому никогда не следует считать себя причиной действий. Все действия нужно совершать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или нажитыми тяжким трудом. Все свои силы надо использовать, трудясь для Кришны. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Однако скупцы, к своему несчастью, не понимают этого и не хотят тратить силы на служение Господу. Why does he call people who do not, who act for themselves as misers? Почему людей, которые хотят трудиться только для себя, Кришна называет здесь скупцами? Yes, who's next? Потому, Dayal? Yes. потому что
вот тот результат, который люди получают, действуя ради себя, ради удовлетворения своих чувств, животные имеют и так, не прилагая слишком много для этого усилий. А человеческое тело настолько ценно, что оно обладает большим разумом, способностями, чтобы заниматься самоосознанием, аскезой и развить отношения с Богом. Because whatever results the miserly person gets when he is serving his senses, it's easily available for animals. They do not have to pay some additional effort for that. Whereas human body, with its developed intelligence, is meant for self-realization, not for just enjoying one's own senses. А Yes. человека, который не использует свое богатство или не в должной степени использует, а просто его хранит про запас, называют скупцом. And if one has such precious thing as human body and he is not utilizing it for the service of the Lord, certainly such person is a miser. He doesn't want to give anything to others, right? Да, он не хочет делиться этим сокровищем с другими. Like a miser, he never spends his money on anyone. He doesn't spend on himself also, that's another thing, but he keeps all the money for himself. Скупец никогда не дает, не тратит денег на других людей. Он, правда, и на себя не тратит, но это уже другой вопрос. Okay. So we have to keep advancing in this. How much more and more? Because Karma Yoga is like that. In steps, first we give a small percentage to Krishna and a large percentage for myself. Then we increase it little by little. Так что нужно постепенно стараться избавляться от скупости, как в карма-йоге. Вначале себе много, оставляем Кришне маленький процент, потом процент того, что Кришне отдаем, потихонечку увеличиваем, процент того, что себе оставляем, потихонечку уменьшаем. And then even subtle desires are there. We want to enjoy that, we want name, fame and glory and people to praise us. Потом есть же еще тонкие желания, желания славы, почести, что все нас хвалили, прославляли. All that should go. Finally, only Krishna is the master and I'm simply his servant. Все это должно That's уйти. what we are aspiring for. Все это должно уйти, и наша конечная цель — это когда просто я слуга, а Кришна мой господин, и больше ничего нет, никаких мотивов. And then our relationship with Krishna becomes very deep. И тогда наши отношения с Кришной становятся очень глубокими. Then that is the joy by which a devotee can do all this, give for Krishna, not like a suffering, like a punishment or an austerity. И когда преданный таким образом отдает все Кришне, это не какая-то кара или аскеза, это источник для него величайшего блаженства. So that's why for devotees, the only austerity, I mean, so-called austerity, if you can call, is chant Hare Krishna. Поэтому единственная аскеза в практике преданного служения, если ее вообще можно назвать аскезой, это повторение святого имени. So when we chant Hare Krishna, then willingly we develop some love for Krishna and we want to give something to Krishna. Когда мы повторяем Харе Кришну, у нас естественным образом пробуждается любовь к Кришне и желание что-то отдавать Ему. And we don't force people. You have to give Krishna. No, we don't say that. Мы же не заставляем никого, ты должен что-то давать Кришне. Нет, мы так не говорим. Yes, anything anybody wants to say about this? Есть ли еще какие-то комментарии к этому? So, I mean, we should try. I mean, it's not that immediately we can give 100% to Krishna.
Конечно, никто не рассчитывает, что мы сразу можем все 100% отдать Кришне. So we shouldn't feel frustrated. Поэтому не стоит разочаровываться, если мы не способны это сделать. But we should try. Okay, I'm doing so much better. Let me become better devotee. So we really chant with sincerity. Нужно хотя бы просто стремиться стать лучшим преданным и повторять Святое Имя с еще большей искренностью. Then we don't have to worry. Krishna will give the opportunities for us to serve him. Тогда не нужно будет уже беспокоиться ни о чем. Кришна сам даст нам возможности служить Ему. Just like Sudama Vipra, he went to meet Krishna and he had taken some simple, flattened rice in his pocket. Есть история про Брахмана Судама Випру, который отправился встретиться с Кришной, и в подарок ему он нес в кармане немного дешевого риса. And when he was with Krishna, first of all, he was very shy, ashamed of that, simple thing to give such a great person like Krishna. И когда он встретился с Кришной, он устыдился своего скромного подарка и не стал его давать ему. And he also forgot to give it to him. Ну и потом и вовсе про это забыл. But Krishna asked him, "You must have got something for me. What is it?" Но Кришна ему напомнил и сказал: Судама, у тебя же есть что-то для меня? Что там у тебя есть? My sister-in-law would not have sent you empty-handed. Потому что я знаю, что твоя жена тебя ко мне с пустыми руками бы не отправила. And he put his hand into his pocket and took it out. Тогда Кришна засунул руку в карман к Судаме и вытащил этот рис. And he ate it. И съел его. So if we are just sincere and we love Krishna, he will give all the opportunities and take service from us. Если мы искренне и стараемся искренне любить Кришну, Кришна даст нам возможность послужить Ему. We should just desire to serve him. That's Главное, all. чтобы было желание служить с нашей стороны, и все. And chant, of course. Chant. И, конечно, Sincerely. нужно повторять мантру искренне. Okay. Then we go to the next verse. Buddhi yukto jahati ha ubhe sukrita dushkrite tasmat yogaya yujyasva yoga karma sukhaushalam. Стих 50. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков, поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. Комментарий. За живым существом с незапамятных времен тянется вереница последствий хороших и дурных поступков. Оттого оно постоянно пребывает в невежестве и не знает своей истинной природы. Избавиться от невежества можно, внимая наставления Бхагавад-гиты, которые призывают человека безраздельно предаться Господу Кришне и разорвать заколдованный круг действий и их последствий, в котором каждый вращается из жизни в жизнь. Господь советует Арджуне действовать в сознании Кришны и таким образом сбросить бремя последствий своей прошлой деятельности. Now, Krishna is also, we may have a doubt. Why should we act like that? Where is the need? What is wrong if I enjoy the fruits? У нас могло возникнуть сомнение, а что дурного в том, что мы хотим наслаждаться плодами своего труда? So what is the reason Krishna is giving? Why we should act like this in yoga? Почему мы должны действовать в йоге? Как здесь Кришна объясняет необходимость этого? Он объясняет, что если мы будем наслаждаться плодами своего труда, то мы будем создавать карму. Krishna says that if we enjoy the fruits of our labor, we will, this will cause some karma. Yes. Karma, and what is the result of having karma? А к чему приводит наличие кармы? Это приводит к тому, что будет заколдованный круг последующих действий и последствий. И
так и будет. У нас счастья не будет, мы будем продолжать страдать в этом материальном мире. This will lead to repetitions of births and deaths, and we will never attain real happiness. Mm. Yeah. So that's why everyday chanting is so important, right? Early morning, chant, finish your 16 rounds at a stretch, then whole day you can think of Krishna. You'll remember him at least most of the time. Вот почему так важно читать джапу, особенно утром. Если вы утром смогли прочитать всю свою джапу, то велика вероятность, что вы будете помнить о Кришне в течение оставшегося дня. Someone may say, oh, I don't chant that much, but then I do a lot of service. Кто-то может сказать, ну, я не так много джапы читаю, зато я много служения делаю. But whatever activities we do without chanting will be without proper consciousness, and so it will be like karma. Но любая деятельность, которой мы занимаемся, если мы не читаем джапу, она будет сопровождаться не очень правильным сознанием, и, по сути, это будет обычная карма. So really this Hare Krishna chanting is really like a lifeline for us. Так что повторение Махамантры Харе Кришны — это для нас такой спасительный метод. Sometimes devotees don't realize. Prabhupada was very emphatic. He said, among all your devotional activities, the most important is chanting Hare Krishna mantra. Шрила Прабхупада, видя, что преданные этого не понимают, часто подчеркивает, что из всех ваших обязанностей в преданном служении самое главное — это повторение Махамантры. But sometimes devotees try to do other activities and, put aside this chanting. Okay, I will chant later. And then in between here and there, they just spread it out. They don't give it that seriousness. Потому что часто бывает, преданные не понимают серьезной джапы, и они растягивают ее в течение дня, приоритет отдают каким-то служениям. But how can we come to this level of service, or not thinking of results and only Krishna's pleasure unless we chant? Но без джапы как мы сможем подняться на ступень служения, то есть как мы сможем не стремиться к плодам и думать только о Кришне и его удовольствии? Yes, anybody wants to comment? Their realization, how chanting helps them? Можно поделиться сейчас своими впечатлениями, как джапа помогает вам в вашем служении. Да, у меня был период, когда врач сказал мне, что надо утром там делать одну процедуру, промасливать тело, и это нужно делать с утра. И я вот омовение, это промасливание, у меня потом сон. Джапу читаю, и в середине джапы в сон. И так было где-то больше, чем полгода. И потом я смотрю, что что-то неправильно, это надо что-то поменять, потому что у меня джапа обычно с утра была. И потом у старшей спросила, мне подсказали, что можно по-другому делать. Я перенесла это промасливание часов на 10, на 11 и стала читать джапу с утра. И постепенно вот стала она с утра, и сейчас вот пытаюсь, не знаю, когда это, пытаюсь сделать, чтобы она стала до 7 утра, 16 кругов свои вычитывала, а дополнительные уже, дополнительные основные уже позже читать. И эффект, просто замечательный. I usually chant my rounds in the morning, but at some points my doctor said that I should do oil massage in the morning, early in the morning. And after I started doing that, I became sleepy and I couldn't finish my rounds, and I was dissatisfied with that. And later I consulted my senior devotees. They said it's okay if you
make massage not in the early hours, but at 10 or 11 o'clock, and I switched to my previous time schedule, and I immediately feel the difference, and now I try to finish my 16 rounds by 7 o'clock, and whatever additional rounds I chant, these I stretch throughout the day. Oh, wonderful. You're a very sincere devotee. Замечательно, вы такая искренняя, преданная. You found out, how to adjust so the chanting is not, compromised. Вы нашли способ, как все уместить в расписание, чтобы джапа не страдала. There was a devotee I knew, he was very, very, very enthusiastic, but the doctor told him you have to do yoga in the morning. And so he skipped his Mangalarti chanting, and he was giving more importance to yoga, and gradually his devotional service, he left ISKCON. Я знала одного преданного, он был очень энтузиастичным, очень много всего делал, и потом доктор посоветовал ему заниматься йогой с утра. И он перестал ходить на утренние программы, вместо джапа занимался йогой, потом энтузиазм его стал угасать, и в итоге он вообще ушел из ISKCON. So he could have also done yoga later, like you. Вполне возможно, что он йогой мог заниматься в более поздние часы, как вот вы перенесли массаж. Because our minds are so obstinate and strong that they can easily mislead us unless we chant in the morning. Наш ум очень упрям, очень силен, и он легко может сбить нас с толку, если только мы не дали такой твердый зарок читать утром джапу. Because Maya is so strong. Майя так сильна. And she is just waiting to see what is our weakness. И она ждет, не дождется, стараясь увидеть какую-нибудь нашу слабость. And we are living in a Kali Yuga, so many tests we have. Мы с вами живем в Кали-югу, здесь столько проверок всяких. Thank you, Mataji, for sharing. Спасибо, Матаджи, что поделились своими впечатлениями. А можно вопрос? Can I ask a question? Yes. Бывает иногда, что срочное служение с утра, но редко, но бывает у меня. Тогда джапа, естественно, переносится. И еще у подопечных некоторых, у них тоже бывает служение с утра. Там, слава Богу, меняются, но вот бывают с утра служения, они джапу позже вычитывают. Это срочное служение. Это же приемлемо для духовной практики, для нашей практики. Sometimes I myself or my group members have some urgent services in the morning which cannot be postponed. Is it acceptable? That's okay. Once in a way is fine. Это нормально, если это не на постоянной основе. But we should be very conscientious that we don't skip the rounds. We make it up at some other time. Но надо следить за тем, чтобы не остаться без джапы совсем. То есть, если с утра не прочитали, обязательно дочитать в течение дня. Otherwise, it can become a habit. Иначе это входит в привычку. And the minute we become, we think it's okay, we can chant at another point of the day, nothing is going to happen, then slowly we become very comfortable with that. И как только мы решаем для себя, ладно, я потом тогда позже дочитаю, и мы смиряемся уже с этим состоянием дел. And we have struggled to get into chanting, but very easily we can get out of chanting. Для того, чтобы читать джапу с утра, нужно прилагать большие усилия.
Но чтобы перестать ее читать утром, особых усилий не требуется. But it's okay. I mean, sometimes when you can't avoid it, it's all right. Но если есть какое-то срочное служение, его нельзя избежать или перенести, то тогда это нормально. Okay. Hare Krishna. Text 51. Karmajam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishina janma bandha vinirmukta padam gachanti anamayam. Стих 51. «Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий». Комментарий. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. В Бхагаватам 10.14.58 говорится: «Самашритае пада палава плавам махат падам пунья яшо мураре павам буддхира ватса падам парам падам ятри падам натешам». Для того, кто взошел на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию, и известного как Мурари, враг демона Муры, океан материального мира подобен лужице среди телячьего копытца. Такой человек стремится к парам-падам, на Вайкунху, где нет материальных страданий, а не туда, где на каждом шагу подстерегают опасности. Конец цитаты. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире и заниматься кармической деятельностью в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождение, смерть, старость и болезни существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечной слуги Господа, а также положение личности Бога, занимается трансцендентным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в царство Вайкунхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное вращение в круговороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его предназначение служить Господу, встает на путь преданного служения и достигает Вайкунхи. Служение делу Господу называют карма-йогой или будхи-йогой, или просто преданным служением Господу. А у Эльмиры, насколько я понимаю, не выключен микрофон, идет фон. Выключите, пожалуйста. So in the previous verse, Krishna was saying you act in yoga so that you can get out of karma. В предыдущем стихе Кришна говорил, что нужно посвятить жизнь йоге, чтобы избавиться от последствий кармы. And in this verse, he's saying, what is the advantage of coming out of karma? А в этом стихе Кришна говорит о том, каким благом является освобождение от уз кармы. What is that? What is the advantage of acting without, advantage of not having any karma? В чем заключается это преимущество того, что у вас нет уже никакой кармы? Yes. Это значит, что страданий не будет. То есть, если, не просто карма не будет, а то, что великие эти преданные, они вырвутся из круговорота рождения и смерти, достигнут обители Бога, где нет страданий. Such a great devotee not only gets free from all sufferings, but above that, he becomes free from the cycle of birth and death and attains the state beyond all miseries. То есть Кришна утверждает, что круговорот рождения и смерти – это страдание.
So Krishna is stressing here that the cycle of birth and death is misery. И что служение Господу – это единственный путь для избавления от страданий. And service to the Lord is the only way to get free from miseries. Miseries. And then where will we go? И куда дальше-то мы отправляемся в итоге? Ну, кто What is it? на что замедитировал, если It depends on what the person is, on what destination the person is meditating. то туда и попадем. That stage he attends. Yes, but if you work in this consciousness as a servant of Krishna, then where will we want to go? Но если вы действуете в умонастроении служения Кришне, то куда вы захотите отправиться, на что вы замедитируете? Ну, мы медитируем, чтобы служить, быть слугой Гопи во Вриндаван. Become a gopi in Vrindavana. Okay. Somewhere we don't know what we will be, but we want to go to the spiritual world, right? Ну, неизвестно, кем мы там станем, но, по крайней мере, мы хотим вернуться в духовный мир. So that is what he's now saying, that first he said, okay, don't, you will not suffer karmas if you act in yoga. And then he's saying that you will come back to me into the spiritual world. Смотрите, Кришна сначала говорит, что если ты посвятишь свою жизнь йоге, ты избавишься от страданий, а дальше он говорит, что, кроме того, ты вернешься еще в мою обитель. So this is even more attractive, right? Это даже еще более привлекательный результат. And Можно еще? Вот еще в том стихе, в 50-м, Кришна утверждает, что йога является искусством деятельности. То есть многие люди, вот у нас в России, по крайней мере, очень любят заниматься искусством, но они не знают, что есть высшее искусство, и высшее искусство – это йога. In a previous verse, Krishna states that yoga is the art of all work. In Russia, there are a lot of people who are fond of art, but they may not know that the highest form of art is the service of the Lord. Yes. That's why we have to tell them to chant Hare Krishna, and gradually, magically, then they get attracted to Krishna. Then they will start painting for Krishna. Да, поэтому надо вдохновлять их, повторять мантру Харе Кришна, тогда у них чудесным образом разовьется привязанность к Кришне, они, может быть, начнут рисовать картины Кришны. You know, the artist of ISKCON, what is her name? Govinda Dasi. No, not Govinda Dasi. Yeah, Govinda Dasi. She has painted many nice paintings for us in ISKCON. Есть художница Говинда Даси, она иллюстрировала книги Шрилы Прабхупады, написала много картин. And in the beginning, when she first came, actually she had learnt art. И к тому моменту, как она стала преданной, она имела художественное образование. And she says that there was an exhibition of all their paintings. И она как-то... I mean, all the students. I mean, she had been a student, and their art school had an exhibition somewhere. This was before she joined. She was just coming to Krishna consciousness. То есть она была начинающей преданной, можно так сказать. Она училась в художественной школе, и художественная школа устроила выставку работ учеников. And so she told a friend, you know, we are having an exhibition and you can go and see that. And the friend asked, how will I recognize which is your painting? И эта преданная пригласила свою подружку на выставку, сказала, приходи, посмотри на мои картины. А подружка сказала, как я пойму, какие картины твои? And she said, you look for the worst painting and that will be mine.
там одна ее была картина, и Говиндай сказал, ну вот ты найдешь самую некрасивую картину, вот это моя и есть. And he found it. И Whatever was the... и там подруга или друг, кто это был, смогли идентифицировать эту картину на выставке. But when Prabhupada engaged her in painting, then because she was serving Krishna, her painting improved step by step, and it's so beautiful. Но So many потом wonderful paintings she has Шрила done. Прабхупада занял ее в преданном служении, она стала писать картины для него, и шаг за шагом у нее вот эта вот техника рисования стала все лучше и лучше, и потом она очень хорошие картины уже писала. There's one more thing I wanted to share. You know, Tansen, I don't know if you've heard of him. He's a great musician. He was in the court of Akbar, one of the 9 gems of Akbar, who was ruling India, Mughal king. What was his name? Who? Tansen, the Танцен. musician. Я не знаю, вы слышали про него или нет. В Индии известно имя Танцен. Это был придворный музыкант императора Акбара. Он считался одним из 8 сокровищ императора. So Tansen was such a great musician that when he would sing, it would rain, or there'll be even nature would be so much affected by his music. И он был настолько велик, что когда он играл и пел, начинали в природе какие-то события происходить. Там дождь мог внезапно пойти, например. So then Akbar said, "Who is your teacher who has taught you so nicely?" И Акбар как-то его спросил, кто твой учитель, кто тебя научил всему этому? So he said, there is a person called Haridas in Vrindavan. И Танцен сказал, есть один человек по имени Харидас, он живет в Вриндаване. So then Akbar said, "Take me to him. I want to meet your guru." И Акбар сказал, отвези меня к нему, я хочу встретиться с твоим гуру. So, he would not sing just like that for ordinary people, Haridas. И вот этот Харидас, он просто так вот на заказ не пел ни для кого. So what Tansen did was, when they went there, he started singing with mistakes. Mystics? Mistake. He made with a fault. Окей. Which was not correct. И для того, чтобы побудить Харидаса спеть перед Акбаром, этот Танцен, когда они к нему приехали, он запел сам и стал специально фальшивить. So then Tansen sang, then Haridas, in order to correct him, he sang what is the correct way to sing, he showed. И тогда Харидас, чтобы исправить своего ученика, запел так, как правильно надо петь. And then Akbar, when he heard Haridas, he said, "My God, it's so fantastic." He asked Tansen, "How come you don't sing so good?" И когда Акбар услышал, как поет Харидас, он пришел в полный восторг и сказал, Танцен, ну почему ты так хорошо не поешь, как он? So Tansen said, "I am singing for your pleasure. You who are the ruler of this, big kingdom." И Танцен ответил, о царь, я пою ради твоего удовольствия, а ты царь вот этой вот страны. But Haridas is singing for the pleasure of the Supreme Lord, who is the ruler of this entire creation. А Харидас поет для удовольствия Всевышнего, который является царем всего мироздания. So that's what our work will become so wonderful when we do it for Krishna's pleasure. Мораль этого такова, когда мы делаем что-то для удовлетворения Кришны, то эта работа, она имеет обычно какие-то невероятные плоды приносит. Right? People normally think, oh, if I become a devotee, maybe my skills will not be so good. Иногда люди думают, вот я стану преданным, может, утрачу свою профессиональную квалификацию. But actually, if we serve Krishna for his pleasure, then everything will turn out wonderful, perfect. Но на самом деле, если мы будем посвящать свои таланты Кришне, то все для нас сложится идеальным образом. Yes?
Anyone wants to share any experience? Может, кто-то хочет поделиться впечатлениями или опыт какой-то рассказать свой. А по поводу джапа хотелось добавить. Сачнай Прабhu wants to say a few words about chanting. Okay. Хотел поблагодарить Према Падмини за то, что дала нам возможность вместе воспевать каждое утро джапу преданными, благодаря тому, что настаивает постоянно, что нужно в скайпе джапу читать. I want to thank you for always insisting on Skype japa, and thanks to that we're chanting with devotees in the morning. Но это позволяет нам как-то уже с утра настроиться на какую-то совместную медитацию и чувствовать, что мы как бы хоть и на расстоянии друг от друга, но все равно мы можем вместе как-то служить Богу. This allows us to feel our connection in the morning, although we are city-wise far from each other, but we share a common goal of serving the Lord. И джапа превращается из аскезы в какое-то, ну, такое очень нектарное, на самом деле, вещь. And chanting transforms from austerity into some nectarian thing. Потому что добавляются отношения, а ну, счастливым можно быть только в отношениях. Because we develop relations, and only with relations can we get happiness. И у нас сейчас каждое воскресенье вот устраиваем, мы пытаемся вот проводить джап-марафоны. And here on Zoom we have japa marathons every Sunday. Oh, on Zoom. И с часа ночи, получается, по Москве, до 12:30 у нас читается джапа с преданными в итоге, в воскресенье. On Sunday from from after midnight till noon of the next day, we chant japa. Devotees from different time zones are chanting. Oh, wonderful. All over Russia, you mean? То есть это всю Россию, по сути, охватывает, да, разные зоны? Почти, да, еще Европу тоже, в принципе, охватывает. Но Plus Europe also. мы надеемся, что когда-нибудь вы прольете милости и тоже присоединитесь. Ну, может быть, еще и вместе с преданными Заманом почитать джапу. And we have a dream that someday you may also join, maybe among devotees also could join. Yes, of course. That'll be very nice. You can tell us some time. Скажите, какое время? Устроим, ну просто каждый в свое время, когда ему удобно читать джапу, он и читает, выходит. То есть там, ну, допустим, вот в Казани, там, в Москве, там с 5 до 7, там джапу читает в основном. Devotees just choose whatever time is convenient. For example, in devotees from Kazan and from Moscow, they chant 5 till 7 o'clock a.m. Moscow time. Допустим, в Иркутске там с часу до 3 удобно. In Irkutsk, they chant 1 till 3 p.m. Moscow time. В Екатеринбурге с 3 до 5. С 3 до 5 чего? Вечера? Утра. In Irkutsk, they chant 3 till 5 a.m. Так что каждый может в удобное для него время просто присоединиться к джапе и все читать вместе. So anyone join whatever time is convenient, and somebody else would be already chanting there. Если кто-то хочет, конечно, может прямо с часа ночи начать и до вечера читать. Of course, someone can also start from midnight and chant till noon. It's also okay. Таким образом, может, мы проявим ту, по сути, гирлянду, которую одел Господь читание на мир. Maybe this would help us manifest this garland, which was put around our globe by Chaitanya Mahaprabhu. Как бы будет наглядно. Yes, very good idea.
Очень хорошее начинание. Спасибо вам большое за такую возможность, потому что, ну, благодаря именно вот вам, наверное, мы познакомились с такой возможностью. Thank you so much for inspiration and for this opportunity, because we learned that from you. Так что если... We will try to get the whole world to chant together. Да, надо постараться сделать так, чтобы преданные со всего мира вместе повторяли. Да, ну мы можем вот как-то попробовать какой-то день, какое-то воскресенье, если ваши подопечные захотят участвовать, как-то дать им ссылку просто на Zoom и вместе. We can try to achieve that on some certain Sunday. Maybe devotees who are under your guidance would also want to participate. We can decide whatever date is convenient. Как только вы скажете, мы сразу вам дадим ссылку. As soon as you give us a signal, we are ready to start. Okay, we'll choose some special day. Да, выберем какой-нибудь хороший день. Можем 24 часа в сутки успевать. Then we could chant all day round. Преданные из Америки, там Канада, Австралия тоже. Maybe devotees from America, Canada, Australia could also join. успевать. This will be round the clock chanting. Непрерывно. Thank you very much. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Kalpatarubhyascha kripasindhubhyascha namo namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai.